Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим ленивые вареники с начинкой или украинские гомбовці. Такие вареники готовятся элементарно просто и идеально подходят на завтрак. Нежнейшее сливочное тесто, а внутри яркая начинка. Такие варенички понравятся абсолютно всем. В процессе я расскажу, как приготовить творожное тесто, которое никогда не развалится, но в то же время остается невероятно нежным и вкусным. Еще их можно легко заморозить и потратить утром всего 5 минут, чтобы накормить вкусно и полезно всю семью. Поняли, это очень вкусно. Итак, начнем приготовление. Нам понадобится 500 граммов творога. Так, 500. Творог нужен предпочтительно более к сухому, чем к влажному. Если он у вас сильно влажный, тогда нужно отжать через марлю. Жирность у меня 5%. Далее нужно вилочкой хорошенько размять, особенно вот такие вот куски. Очень хорошо, чтобы не оставалось вот таких вот грудок. Блендером я не советую взбивать, потому что может творог стать влажным, и тогда нужно будет много муки добавлять и манки, и будет забитая мукой. Хорошенько все вот так вот измельчаем вилочкой. Такой крупнозернистый творог нужно перетирать очень тщательно. Если возьмете в брикете, он будет более такой мелкокрупинистый, и его так прям тщательно не нужно будет перетирать. Так, смотрите, какая должна быть текстура. Он такой вот рыхленький, мягенький получился. Вот так вот. Все, крупных никаких, сильно таких больших нету. Видите, какой он стал более мягенький. В творог добавляем щепотку соли, 2 столовых ложки сахара и 1 яйцо. Все тщательно перемешиваем. Еще сюда можно добавить пачку ванильного сахара и цедру лимона. Хорошенько такими вот перетирающими движениями смешиваем. Яйцо вмешали. Теперь добавляем 2 столовых ложки муки с горочкой вот такой вот. И 2 столовых ложки манки. Манки без горки. И снова все тщательно перемешиваем. Все перемешали. Вот такое вот творожное тесто получается. Сейчас вам покажу его по консистенции. Вот такое вот оно. В принципе, оно уже не липнет к рукам. Можно и лепить. Но мы оставляем его на 10-15 минут, чтобы манка немного набухла. Тогда будет еще лучше в работе это тесто. И пока набухает манка, ставим воду, чтобы сварить вареники. Вода у меня уже, я в ней варила предыдущую партию вареников, поэтому она уже присоленная. Здесь на 1,5 литра воды я добавила чайную ложку соли. Она уже горячая, поэтому я ее просто разогрею и доведу до кипения. Для начинки я буду использовать замороженную голубику. Выбирайте покрупнее вот такие вот ягодки. Вообще можно использовать замороженную малину, замороженную смородину. Просто замороженная она более стабильная, можно и свежую. Но малину, например, свежую, уже вряд ли вы туда ее завернете. А вот замороженная малинка отлично все будет держаться. Вода уже почти закипела и прошло 10 минут. А значит, манка набухла, можно начинать формировать варенички. Припыляем стол мукой. Тесто делим на 2 части. И 1 часть кладем на стол. Собираем тесто в бочонок. И так как бы взбиваем его в одну кучку. И раскатываем такую толстую колбаску. Нож припыляем мукой и разрезаем вдоль колбаску. Вот таким вот образом. Дальше эту половинку вот так вот нужно приплюснуть мукой немножечко. Вот так вот. Вот такая вот получается полоска. И со второй полуколбаской поступаем точно так же. Прижимаем вот так вот рукой и формируем вот такую длинную полоску. Примерно в 0,5 сантиметра. Такой вот толщиной. И теперь добавляем начинку.
Кладем по ягодке и немного отступаем. Вот так вот, по сантиметру примерно. Вот так вот. Я выбираю покрупнее ягодку. Вместо, у меня голубика, вместо нее можете использовать и вареную сгущенку, и кусочки шоколада. Это тесто, оно подходит и для гамбовцев, вареников с начинкой, ленивых, и для, в принципе, просто вареников. Оно очень стабильное, хорошо держится, но и в то же время оно очень нежное и вкусное. И теперь ножом делим на вот такие вот порции. И вот что мы будем делать. Берем вот такой вот кусочек с ягодкой, прижимаем и вот так вот залепляем. Все. И вот так скатываем в шарик. И вот такая вот у нас получается красота. Внутри с начинкой. И так формируем каждый вареничек. Тесто, кстати, очень приятное, эластичное, не липнет практически к рукам. С ним очень удобно работать. Видите, у меня даже рука почти не в муке, и отлично все формируется. И вот так вот. Красивые такие, кругленькие. Красота. У меня получилось 20 штучек из половины теста. Если еще налепим с этой части, будет у нас 40 таких вот вареничков. Бросаем в кипящую воду и варим после всплытия ровно 2 минутки. После всплытия или закипания прошло ровно 2 минутки. Достаем варенички. Они получились очень стабильными, не разваливаются и очень хорошо держат форму. И как видите, начиночка также внутри осталась. Вторую часть теста точно так же, как с первыми вареничками, только это будет начинка с замороженной малиной. Желательно, чтобы отдельные были вот такие вот ягодки. Тогда будет легче их завернуть в тесто. Раскатываем в толстую колбаску. Снова также делаем вот такие вот 2 полоски. И теперь кладем начинку. Снова разделяем на вот такие вот квадратики. Такие вот шарики. Слепливаем вот так вот. И раскатываем в шарик. Вот такие вот получаются. А что ты делаешь? Варенички. Вареники? Вареники с начинкой. Угу. Буду тебе помогать, значит. Варенички с начинкой готовы. Подавайте с растопленным сливочным маслом. И еще сварили ленивых вареничков. Из этого теста получаются очень стабильные и невероятно нежные ленивые вареники. Посмотрите, какие аппетитные, невероятно красивые ленивые вареники с начинкой получились. А если хотите получить настоящие закарпатские гомбовці, тогда варите их либо в воде, либо на пару. И еще теплыми обваляйте вот в такой вот сладкой обжаренной панировке. Ну что, пора вместе попробовать, какие же они получились на вкус. Ленивые варенички с начинкой готовы. Давайте попробуем. Варенички ленивые, только с начинкой. Это с чем? Тут вот с малинкой, а тут вот с голубикой. Никогда такое не пробовал. Скажу честно, я обожаю ленивые вареники, но это намного вкуснее. Не знаю, это как будто... Даже я не знаю, как будто я ем какую-то... Короче, это очень вкусно. Что я так не пробовал? Вкуснее намного. Так, ну все, сниму хотя бы. Илья, прожевывай. Как вы поняли, это очень вкусно.
Так, ну что, давайте попробуем. В растопленном сливочном масле это вообще самое вкусное. Можно, конечно, со сметанкой, с каким-то джемом, либо с медом, сахарной пудрой посыпать. Это, в принципе, все, что у вас есть. Пробуем. Ну как? Мам, ты не макнула. Макни, мам, ты офигеть. Это вкуснее конфеты. Вкуснее конфеты? Да. М. А, это что? Это ленивые вареники. Просто? Из этого творожного, да, макай. Из этого творожного теста просто пустые. Эти с начинкой, эти без. Конечно, это прикольно. Прикольно? Это вкуснее. Ну, это ленивые вареники, но это с другого теста. Это тут манка добавляется. А я обычно делаю без манки. Надеюсь, это на какую не кормят рыб. Я обычно делаю в таком вот виде ленивые варенички. Видела вот такие с начинкой, но никогда не пробовала их сделать. Наконец-то я попробовала, это действительно очень вкусно. Просто заворачивается, желательно все замороженное использовать, либо не текучие какие-то ягоды, чтобы оно, если будет сок вытекать, будет неудобно лепить. В принципе, вы видели, насколько это быстро. По творожному тесту оно очень стабильное, ничего не разваливается, все очень крепенько держится, это мне очень нравится, очень такие тающие во рту, мне нравится. Ну и начиночка, конечно, очень дополняет. Сахара отлично, сладенькое такое тесто творожное и кисленькая внутри ягодка, ну просто прекрасно дополняет, мне очень нравится. Ваниль и цедру лимона прекрасно, если добавите, будет еще ярче, но так оно имеет сливочный такой нежный вкус. Крупинки творога совсем немножечко я оставила, они почти не чувствуются, но все-таки присутствуют. Очень вкусно. Я искренне рекомендую, мне очень понравились эти украинские гамбовцы, либо же ленивые вареники с начинкой. Называйте, как вам нравится, но это действительно очень вкусно и полезно. В принципе, для завтрака это будет, ну, супер. Да. Всем огромное спасибо. Спасибо за внимание. Ну, я хочу вместе Ну, сказать. Илюш, ты же не Так- знаешь дальше, что... Так круче, я знаю. Всем огромное спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите ваши... комментарии. Он тебе сейчас леща даст. Лайк. Ставьте лайк. И обязательно, если будете готовить, высылайте ваши фотоотзывы, фотоотчеты в мой телеграм. Буду очень рада видеть, И если подписывайтесь на вы канал. приготовите. Да, подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо, что досмотрели нас до конца. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока! Пока!